Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какие же мысли не дают ей покоя? Как всегда, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, какая ситуация сейчас у вас. Срезонирует она или нет? Знаете, вы сейчас полностью в работе. Вот работа, работа. Но вы почему-то вот вы очень надеетесь на перемены судьбы. Вот вам очень хочется, чтобы ваша судьба повернула вот в позитивную сторону, что ли. Потому что сейчас, ну, как-то вам не очень комфортно живется. Я не имею в виду вот эти вот материальные блага, там, да, то, что у вас есть достаток какой-то. Ведь можно быть богатым, обеспеченным человеком, но в душе зима и гололед, да, когда, допустим, нет любимого человека, когда чувствуешь себя ненужным, да, ты можешь позволить себе много чего, но когда нет рядом любимого человека, зачем это все, да, для кого? Ну, будешь ты тратить на себя бесконечно, ну, как-то это все не то, наверное. Поэтому вот у вас почему-то, знаете, вот как будто вы в предвкушении, что ли, вот позитивных перемен, вот именно вот личной жизни. Вы такой правдолюб, вы, может быть, даже где-то в чем-то и нарываетесь, да, грубо говоря, вот когда отстаиваете вот какую-то правоту. Вы можете заступиться за слабого, вы можете за коллегу своего пойти, да, вот не боитесь даже перед начальником, может быть, заступиться, как-то вот оправдывать его. Вот такой вы, вот, знаете, справедливый правдолюб, что ли. Так. Да, вам очень хочется любви, потому что без любви вы чувствуете себя, ну, очень и очень некомфортно. Вам хочется вот женщину, которой вы будете отдавать себя всецело. Вот вам хочется именно такую женщину, вот, которую вы снова поставите на пьедестал и будете молиться. Ну, вот такой вы человек. Вот, наверное, знаете, вот несмотря ни на что, на то, что с прошлой женщиной у вас не получилось, да, вот пройти рука об руку, скажем так, до конца жизни, на все свои косяки какие-то, несмотря на то, что вы много терпели в своей жизни, много повидали, вам много боли делали. Но вот все равно, вот если у вас появится новая женщина, вы точно так будете ее ставить на пьедестал, вы точно так будете отдавать всего себя. Вот есть люди, допустим, которые обжигаются, да, и они уже так очень и очень с опаской, да, вот когда они не верят никому и ничему. Вот вы все равно, вот вы то ли добряк до такой степени, вот вы все равно, вот когда будет новая женщина, вы снова будете молиться, отдавать все. Может быть, это и правильно, но опять же, как я уже раньше говорила, это все должно быть дозировано, должно быть обоюдно. В любых отношениях должна быть отдача обоюдная. Это касается всего. Обоюдно, да, забота, внимание, ласка и так далее. Это все должно быть вот друг для друга. Причем это должно, знаете, вот когда отдаешь человеку просто так, безвозмездно, когда оба отдают друг другу просто так. Вот вы именно из таких людей. Когда вы, может быть, даже особо и не ждете взамен, вот вы такой, знаете, вот настолько открытая душа, настолько добряк, что вы готовы все отдать. Да, вы, может быть, потом и заметите, что вот женщина вам меньше отдает там заботы, либо же ласки, да. Но все равно вы как-то закроете глаза, вы будете отдавать, отдавать и дальше. Вот вы такой супер добряк, что ли. Так, какая женщина пришла? Женщина, из-за которой вы чувствуете себя сейчас одиноко. Женщина, которая очень злится и сердится на вас, а вы, в общем-то, на нее сердитесь. С этой женщиной у вас было много скандалов. Она очень скандальная, конфликтная, агрессивная дамочка. Она очень активная. Женщина, привыкшая жить для себя.
такая очень эмоциональная. Она может, знаете, выплеснуть все, что надо и не надо. Такая вот, она режет правду матку в лицо. Она не задумывается, обидела она людей или нет. Она может быть даже пошутить, да, вроде бы пошутить. Но какой-то у нее вот черный юмор, может быть сарказм, поддеть, уколоть, зацепить. Вот знаете, вот как-то она даже шутить особо так не умеет. Да, с этой женщиной вы, вот у вас как будто битва какая-то постоянно была, вот вы постоянно как-то оправдывались, что-то ей доказывали. Очень много она вам обид причинила. Вот вы старались для нее, она же в отместку вам все меньше и меньше давала. Вот и заботы той же, ласки и так далее. Вот как-то у вас это все перешло в игру в одни ворота. Хотя вы мужчина очень сильный по жизни. Из вас веревки не повьешь. Но она все-таки могла видеть из вас веревки. И вы, в общем-то, понимаете. Вот вы как будто, знаете, вот в поддавки играли с ней. Вы понимали, что она вьет веревки, но вы ее до такой степени любили, что ну, вы особо не сопротивлялись. Да, вы могли там разозлиться где-то, да, перебеситься, понимаете, что она, может быть, в чем-то была не права, но вы ее очень сильно любили. А может быть, даже и до сих пор еще вы ее не позабыли. Женщина такая, довольно непростой характер у нее. Давайте посмотрим теперь, какие же мысли ей не дают покоя. Так. А у нее жизнь пошла совсем не так, как она хочет. Плюс она, знаете, у нее как будто ревность вот проснулась к вам, несмотря на то, что вы сейчас не вместе. Она очень сильно, да, вот ее как бы, ну, как говорят, жаба давит, да, как будто вот она не хочет, чтобы у вас вот в жизни все наладилось. Вот эта жаба не дает ей покоя. Вот она сейчас очень в таком непростом периоде. У кого-то финансы, может быть, поют романсы, у кого-то личная жизнь не складывается. Ну, как-то вот она, знаете, сама себя вот добровольно заточила, дров наломала, а теперь все пошло не так, как она хотела. И вот ей не дает мысль, вот покоя просто не дает, что а вдруг вы там счастливы, да, а вдруг у вас все хорошо, а она такая бедная несчастная, вот она не хочет. Вот скорее, чтобы наоборот было, что она будет счастливой, а вы где-то там будете в одиночестве прозябать без нее, без королевишны, весь такой бедный и несчастный, понимаете? Вот. Да, вот она хочет, знаете, даже сейчас, чтобы у вас все рушилось. Вот некоторые женщины могут даже, ну, чуть ли не проклятие, да, посылать вот мысленно, вот даже спустя время. Вот она, знаете, такое ощущение, что человек вас как будто ненавидит просто. Я не знаю, либо же у вас такой скандал сильнейший произошел, да, по сути, накосячила она, но почему-то она обвинила вас во всех смертных грехах, как это ни странно. И вот настолько вот ее вот это вот гложет изнутри, вот эти мысли, как это, у нее такой непростой период, а вы там, а тем более, знаете, особенно если она, ну, в курсе ваших дел, может быть, там через знакомых каких-то. Ну, то есть, может быть, что она знает, в общем-то, о вашей жизни, как вы живете. Она может даже, знаете, вот, ну, беситься из-за того, что у вас все хорошо, да, у вас стабильная работа, вы, может быть, хорошо получаете, да, ну, то есть очень неплохо живете, кто-то, может, женщину уже нашел. А она вся такая одинокая, без денег, вот сидит, да, это ее бесит со страшной силой. Она не может просто этого принять. Ну как это? Да, у нее вся жизнь в подвисшем состоянии. Вот она просто убита наповал. Ей очень хочется, чтобы все было в шоколаде у нее, чтобы снова у нее все жизнь засияла красками, чтобы все началось с чистого листа. Вот она мечтает, чтобы снова стать той королевой, да, которой она была. Но пока у нее так не выходит, пока у нее очень и очень черная полоса в жизни. Потому она и бесится. Да, она ностальгирует, она вспоминает. Вот ей ужасно плохо сейчас. Она вспоминает, как вам было хорошо раньше, вот как вы ее кружили.
Она, знаете, может даже у кого-то проиграться, она может придумать какой-то хитрый план, может быть, даже чтобы с вами выйти на связь и как-то попытаться снова сблизиться. Но особенно это касается тех, кто, может быть, недавно, не очень давно разошелся. Она может как-то через хитрость как-то к вам подлезть, чтобы снова помириться и все наладить. Даже это может проиграться. Но женщина очень агрессивно настроена, очень агрессивно. Вот у нее вообще, знаете, жизнь вся пошла под откос просто. Нет развития ни в работе, личная жизнь вообще заглохла. Ну, то есть все в подвисшем состоянии, какая-то неопределенность, недоверие к людям. Вообще как-то у нее позиция такая довольно агрессивная по жизни к людям. Она вообще людей не любит, что ли, я не могу понять. Вот как-то она то ли такая склочница, либо скандалистка, ну или же такой какой-то характер у нее не очень хороший. Вот она, может быть, даже у кого-то из вас, я говорю, даже подлезть, попытается как-то помириться, чтобы просто свою жизненную ситуацию наладить. Потому что ей плохо, может быть, финансов нету, да, вот личную жизнь, чтобы снова вы ее начали кружить. Ну вот она не может прям успокоиться. Вот не дают покоя эти мысли, что как это у вас хорошо все, да, а у нее все плохо. Ну так не должно быть, да. Поэтому будьте внимательны, если к вам бывшая подкатит, да, как-то через хитрость. Будьте осторожны, потому что может снова быть кидок на деньги, может снова вранье какое-то быть, да, какая она бедная несчастная. Ну, то есть вот как-то так. Она даже, кстати, может сказать, что вот она поняла, что вы тот единственный, что она не может без вас, что она хочет все вернуть, да, попытаться начать все сначала, вот, то есть так издалека подкатить, понимаете? Ну, то есть такую одеть маску любящей женщины. Но опять же, будьте осторожны, потому что это будет притворство. Женщине всего лишь нужен тот достаток, который был раньше. Потому что, когда привыкаешь жить в шоколаде, потом очень больно падать, когда это все заканчивается. А если это резко заканчивается, то больно вдвойне. Поэтому, дорогие мужчины, будьте осторожны. Женщина довольно хитрая, довольно такая даже коварная. Вот знаете, я прям удивляюсь, давно не было таких вот карт в раскладе. Очень много негативных карт. Очень много. Настолько человек негативный, настолько обозленный какой-то. Вот она то ли агрессивная какая-то. Ну я не знаю, но очень нехорошая карта. Знаете, даже может проиграться, что женщина, может быть, магией занимается, причем магией черной, чтобы вот навредить людям. Либо же она ходит к таким людям, которые, вот знаете, вот подружка что-то не то сказала, наведу-ка типа порчу на нее, да, ну что-то в этом роде. Ну то есть какие-то грязные делишки могут у нее проигрываться. Поэтому будьте осторожны, держите ухо востро, чтобы вас не обвели вокруг пальца в очередной раз. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!